Привет всем! Сегодня у меня необычный ролик, но надеюсь, он будет кому-то полезным. И в свою очередь я надеюсь, что вы в комментариях для меня что-то полезное напишите. Сегодня не будет у меня моделей, но не спешите закрывать ролик, потому что я хочу рассказать про то, как я храню свои многочисленные детали. Действительно, один из самых популярных комментариев к роликам, к обзорам в основном, это где я взял вот эти вот синие ящики. Ну, они там фигурируют, поэтому в основном в обзорах спрашивают про это. С этого и начну. Я их купил в Оби, магазин строительный, большой. На самом деле я перед тем, как купить, довольно долго что-то искал, но это оказалось самый быстро доступный и на самом деле, наверное, самый дешевый вариант. Брал я их пару лет назад, и тогда они стоили 1,5 рубля, сейчас, к сожалению, практически такие же, в 2 раза больше стоят. Это грустно, но если вы найдете дешевле, скажите мне, где вы это нашли. Я знаю, что некоторые покупают Тристон, похожие кассетницы, но они из-за границы везутся и стоят еще дороже. Даже не знаю, сколько они сейчас стоят, но на тот момент они стоили больше, и сейчас, наверное, цена только растет обычно. Это очень удобный вариант. Вы видите, здесь 40 маленьких ящиков, и тут еще ящики побольше. Очень много можно сюда разложить всякой, не только мелочевки, потому что довольно вместительные эти ящики. Вот у меня 4 стоит, и в принципе это вот база такая деталей, наиболее популярная у меня. Все под рукой, получается, все очень компактно, они по толщине мало места занимают. Мне очень нравятся эти кассетницы. Раньше у меня в основном детали хранились в таких коробочках от плавленного сыра. Благодаря этим кассетницам сейчас большинство этих коробочек убрано в шкаф. Прикольно, можно по моим коробочкам посмотреть, как с конца 90-х изменялся дизайн внешней упаковки плавленного сыра Виола. Куча этих коробочек. Но раньше я ими активно пользовался. Хотя, конечно, у них есть минус огромный, чтобы они все были доступны, надо их раскладывать на какую-то большую площадь, и места этого занимает очень много. Сейчас вот у меня один стол, по сути, и все. То есть часть каких-то деталей, в основном системы, то, что я мало использую, в шкафу убрана. А весь техник вот здесь в столе, на столе, в общем, где-то рядом со столом, вот как пины, которые должны быть всегда под рукой. Довольно удобно, я считаю. Не идеально, но нормально. Еще один вид ящиков, который мне очень нравится, это вот такие штуки. Они по 4 продаются, здесь они каскадируются, можно любое количество соединить. Тоже в Оби я их брал, они там 3 размеров, есть поменьше, это средние, и есть такие совсем здоровые. Их удобно для больших каких-то, может быть, для бимов, там, для больших деталей они хорошо подходят, потому что они выдвигаются, и здесь удобно что-то копошиться, если там даже навалено горой, довольно легко можно все найти, достать. Бывает, что ящики выдвигаются недалеко, и очень трудно куда-то внутрь залезать. Это довольно удобные ящики, я их тоже использую в большом количестве. Мне они нравятся. Ну, с крупными деталями разобрались. Давайте посмотрим на мелкие. Для мелких деталей я использую такие удобные коробочки. Они много где продаются. И в Окее, и в том же Оби. На самом деле много где действительно я их видел. Они есть тоже разных размеров. Вот такая на 9 секций. И мне еще нравится вот такая вот на 5 секций. У них тоже много чего входит. Можно рассортировать. Все удобно. И они удобно стопкой друг на друга составляются. Сейчас покажу. Вот они так довольно хорошо стоят, не ездят. Можно их так пачкой складировать. Потом там нужно нижнее достал. Удобная штука. У меня их тоже довольно много. Еще со времен занятия в радиокружке у меня остались такие самодельные кассетницы из спичечных коробков. Когда-то тут диоды лежали, но сейчас вот лежат скосы с решетками. Когда, если их немного, вот как здесь у меня этих скосиков, ну, совсем немножко, я по цветам рассортировал. То есть для тех деталей, которые маленькие, которых совсем немножко, можно выделить по одному спичечному коробку, и очень удобно хранить. Коробки в быту всегда они есть, можно из них сделать довольно доступно и быстро. Любой формы, любого размера. Я видел, делают прям вот такие огромные шкафы. Мне удобно вот такими по 6 штук. Ну, как-то я привык, у меня уже давно такие очень используются. Очень удобная, практичная и дешевая штука. То есть спички все используем.
Также мне очень нравятся такие коробки. В них тоже можно хранить как мелкие, так и средние детали. Здесь 10 поменьше отделений, одно большое. Я их использую для хранения деталей таких непопулярных цветов. Тут, в частности, это темно-синий, да, от эксклюзива. Оранжевый, зеленый, салатовый. У меня в таких же хранятся коробках детали. Их немного, они просто полностью. У меня получается вот все детали техник, например, оранжевого цвета, у меня хранятся в одной такой коробке. Очень удобно, потому что когда надо, ты сразу видишь все, какие у тебя есть оранжевые детали, что ты из них можешь собрать. Может быть, там, что нужно там искать, докупать. Ну вот, это основное, что я использую. Конечно, есть еще много каких-то отдельных коробочек с самодельными перегородками картонными. Много чего я использую, потому что все не входит в такие кассетницы, как бы их надо много, это денег стоит все приличных. Ну, что хочется сказать в качестве вывода. Пока я не нашел какой-то универсальной схемы, точнее, я в голове это продумал, как бы мне было удобно все сделать. Но это надо очень много коробочек, много места. Пока у меня нет столько места, чтобы сделать такое рабочее место, прям уже законченное какое-то. Я пока ограничился вот такой вот системой. Занимает это, как я уже сказал, один стол. Мне хватает, нормально, я привык, мне удобно. Но когда-нибудь, конечно, я сделаю все это гораздо круче и удобнее для себя, чтобы было больше деталей под рукой, чтобы и систем был рядом, не приходилось за ним в шкаф лезть, когда мне надо там какой-нибудь делать фару круглую или что-нибудь еще такое, я лезу в шкаф, начинаю рыться в коробочках, каких-то пакетиках. Это, конечно, неудобно, но это бывает нечасто, поэтому я пока с этим нормально мирюсь. Вот такой вот получился рассказ. Делитесь в комментариях, как вы решаете эту проблему. Может быть, какие-то интересные у вас есть решения, вы готовы ими поделиться. Буду рад перенять что-нибудь такое, потому что тут нет, конечно, предела совершенству. Все это нужно под себя подстраивать индивидуально. Как-то так. До встречи.